Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда баран собирался поймать Джавахира, он упустил его. Когда Ферат приходит в себя и следует за ним, баран очень злится на Ферата, потому что он похитил его из-за тебя. Когда Джевдет звонит Харуну, чтобы сообщить ему, что они помирились, Ясмин начинает говорить за его спиной, и они снова спорят. Пока Дилан в панике ждет возвращения барана в особняк, приходит баран и сообщает, что Джавахир жив. Дилан не может поверить в услышанное, говорит, как могло случиться, что он упал со скалы на наших глазах. Берон держит лицо и говорит: «Успокойся». Когда Дилан спрашивает, приходил ли это он в нашу комнату, чтобы встретиться с нашим сыном, Берон отвечает, что я не знаю, но я узнаю, не волнуйтесь. Тем временем Ферат рассказывает людям в особняке, что произошло, и говорит, что Джавахир не мертв. Все очень удивляются, когда к ним приходят баран и Дилан и спрашивают господина Кудрета: «Сынок, ты уверен, что это был спутник?» Баран говорит: «Я видел это своими глазами, отец был Джавахир». Хасан говорит себе: «Теперь мы сожжены». Берон говорит всем сохранять спокойствие, мы будем сильными, справедливыми и умными. Дилан говорит да, потому что он хочет, чтобы мы боялись. Берон говорит: «Я думаю, понятно, что нам, корабеям, нужно держаться вместе, как сказал Дилан», а затем говорит Дилану: «Давайте посмотрим на Мирана». Пока Ясмин и Харун спорят о планировке магазина, Джевдет и Цеврия приходят с десертом примирения в руках и извиняются, потому что были с вами слишком строги. Когда Джевдет и Цеврия продолжают спорить, Цеврия отводит Ясмин в сторону и спрашивает: «Не поругались ли вы из-за нас?» Но Ясмин: «Нет, дорогая, при чем тут это?» и она закрывает тему. Дилан и баран приходят к Мирану, и баран говорит, что очень скучает по ним, и говорит, что им очень тяжело расставаться. Хотя баран любит их, глаза Дилана наполняются слезами и привлекают внимание барана. Когда баран спрашивает, не из-за ли это Джавахира, Дилан отвечает: «Нет, он не может справиться с силой внутри нас, справедливость добра всегда побеждает зло, я его совсем не боюсь». Когда Берон выходит из комнаты, Дилан берет Мирана на руки и говорит: «Сынок, мы тоже с этим справимся». Гуль до сих пор очень удивлена тем, что Джавахир жив, и когда она спрашивает, что мы будем делать дальше, Ферат говорит, что мы сблизимся, речь идет о нашей семье. Затем, когда Гуль просит врача посмотреть, есть ли какие-либо препятствия для рождения ребенка, Ферат прерывает Гуля и говорит: «Давайте поговорим об этом позже», и выходит из комнаты, говоря, что мы ищем Джавахира. Баран и Джихан общаются по видеосвязи. Джихан сразу же спрашивает, как поживает мой племянник. После того, как баран говорит ему, что все в порядке, он сообщает ему, что Джавахир жив. Когда Джихан хочет немедленно прийти, баран мешает ему и говорит: «Я послал человека защитить тебя». Дилан говорит, что ей было трудно уложить Мирана спать и что она была очень беспокойной. Когда Дилану не нравится ситуация Гуля и он спрашивает, в порядке ли она, Гуль отвечает: «Со мной не все в порядке, мне очень не по себе, когда этот мужчина ходит вокруг, как ты можешь оставаться таким спокойным?» «Вообще-то я не Дилан, но стараюсь быть таким для Берана, чтобы он не потерял из-за меня голову», объясняет он. «Я думаю, Дилан боится Джавахира больше, чем нас. Если бы он не боялся, он бы так долго прятался. У нас есть семья, и мы очень любим друг друга». Баран звонит Дилану и приглашает его на прогулку. Дилан поручает Мирана Гулю и уходит. Когда Дилан спускается вниз, ему на ум приходят слова барана: «Джавахир жив». Когда они вместе пошли прогуляться, Берон спросил, взял ли он с собой Мирана, а Дилан сказал, что он спит и на улице прохладно, поэтому он не замерзнет. Берон вкладывает цветок, который нашел, в волосы Дилан, обнимает ее и целует, говоря: «Ты женщина моего сердца, миледи». Дилан говорит: «Я каждый день благодарен за твою любовь», и они смотрят друг на друга с любовью. На этот раз Джевдет и Цеврия строят планы наладить отношения между Ясмин и Харуном. Он сидит под деревом в саду с Диланом.
Заметив, что Дилан пытается что-то сказать, Бэрон говорит: «Скажи мне, что ты хочешь сказать». Дилан спрашивает: «Откуда ты узнал?» и спрашивает, что ты планируешь делать. Баран пока не раскрывает подробностей, чтобы мы могли поговорить с моим отцом и Фератом. Чего пытается выяснить это, спрашивая, в чем проблема Харуна. Когда Цеврия спрашивает Ясмин, что случилось, она слышит 1000 вздохов. Когда Дилан идет на тренировку по мишеням с Бараном, она вспоминает момент, когда столкнулась с Джавахиром и легко попадает в цель. Бэрон внезапно обнимает Дилана сзади и сжимает его, говоря: «Ты не всегда будешь вооружен, давай, избавься от него». Затем, когда Дилан говорит, что не может сбежать, Бэрон предлагает тактику. Когда Дилан применяет эту тактику, Бэрон получает травму, а когда ему приходится отпустить его спасает, но Дилан паникует, потому что Бэрон был ранен. Тогда Баран предупреждает вас, что не следует жалеть врагов, это одно из правил. Когда Акиф приходит к Барану и просит его остановиться, Баран злится, что не просит меня остановиться. Когда Акиф говорит, что это моя работа, Баран говорит, что если это твоя работа, то это жизнь моей семьи, никто не должен просить меня остановиться, каждый должен заниматься своим делом. Акиф злится на Барана и уходит, говоря: «Хорошо, тогда иди и держи нос в земле». Когда Джавахир приходит к своему дяде, он потрясен. Когда Джавахир говорит, что он глава семьи, и произошел от него, его дядя говорит, что наша семья не пустоголовая и что я занял его место, когда умер мой брат. Потом дядя говорит: «Я тебя одного не оставлю, ты мой племянник, ведь возьми эти деньги, ты собираешься за границу, куда бы ты ни поехал, ты здесь никому не нужен». Однако Джавахир говорит, что меня нельзя обмануть с деньгами, запугивает его, угрожает и уходит, говоря, что он сейчас здесь. Баран говорит, что его отец, Ферат и Джавахир намеревались причинить ему боль, но Баран не позволяет этого и говорит, что на самом деле причинит ему боль. Внезапно, когда Дилан входит в комнату, выходят господин Кудрет и Ферат. «Дилан, я только что видел комиссара Акифа, он очень разозлился». Когда он спрашивает, случилось ли что-то, Бэрон пытается отмахнуться от этого, но Дилан настаивает, что что-то произошло. Когда Баран входит в дом и говорит: «Джавахир Мниш», глаза Дилана наполняются слезами страха, говорит Баран: «Не бойся, не плачь». Когда Бэрон спрашивает: «Почему ты это скрываешь, я знаю об этом с самого утра», Дилан говорит, что я скрываю это, чтобы ты больше не рассказывал мне, что произошло. Когда Бэрон говорит: «Да, я не скажу тебе, но тебе не нужно это скрывать», и Дилан говорит: «Не думай обо мне, у тебя достаточно груза на плечах», Бэрон говорит, что нет ни одного момента, когда я не думать о тебе. Когда Хасан звонит Джавахиру и говорит ему, где он, что Баран ищет его повсюду, когда Джавахир говорит, что никто не может меня найти, и что я стал лидером шейханидов, Хасан говорит, что с этого момента больше не будут искать, тебе будет больно мне. Затем, когда он сделал много угроз Хасану и повесил трубку, Хасан подумал: чего я хочу. Я попал в руки человека, как адские муки, мне нужно избавиться от этого человека, и что-то ему приходит на ум. Молодец, Хасан говорит тебе, ты убил камнем стаю птиц, пока шла война. Дилан одержим тем, почему Миран сегодня плачет и беспокоится. Когда Дилан спрашивает, чувствовал ли он нашу тревогу и печаль, он расстраивается, говоря: «Я не мог дать вам ничего, кроме тревоги и печали с тех пор, как родился Бэрон, и я не мог защитить вас обоих». Дилан говорит: «Не говори так, для меня нет ничего более спокойного, чем засыпать и просыпаться в твоих объятиях и твоих теплых объятиях. Смотри, завтра с нашим сыном все будет в порядке, может, у него просто газ». Когда Дилан просит меня выпить травяной чай, приготовленный Гэжу и Азаде, Баран говорит: «Давай спустимся вместе», и они берут рацию и говорят, что если она заплачет, мы это услышим. Пока Гуль сидит одна, к ней подходит Ферат и спрашивает: «Почему ты сидишь здесь одна?» Когда Гуль спрашивает Ферата, правильное ли мы решение относительно ребенка, Ферат спрашивает, что его не устраивает. Ферат говорит, что мы любим друг друга, и теперь хотим завести детей и вырастить нашу семью.
Смейся, но когда я говорю: смотри, инцидент с Джавахиром все еще не решен, Ферат не решен, но он будет решен, наоборот, наш ребенок придаст нам сил. Когда Ферат говорит, что хочет стать отцом, Гуль говорит, что его беспокоит, как я смогу жить с этим страхом и готов ли я. Ферат ясно говорит по этому вопросу: я хочу быть отцом и не хочу ждать, я не вижу причин ждать, но если вы это видите, мне нечего сказать, и тогда я бросаю его. Когда Миран улыбается, в моем сердце восходит маленькое солнышко, говорит Дилан, и Баран говорит мне то же самое, и вы оба — смысл жизни для меня. Между тем, когда Хасан приходит к ним и говорит: я знаю, где находится Джавахир, он на ферме с людьми Шейханлы, Баран спрашивает: откуда вы знаете? Хасан объясняет: думаю, мы тоже не сидим без дела. Когда Баран говорит: надеюсь, ты не играешь со мной, Хасан говорит, что ты не играешь в игры, я же тебе говорил, понимаешь. Когда Баран говорит, что он немедленно совершит набег на ферму, Дилан говорит: не ходи, скажи Акифу и отпусти его. Но Баран ее не слушает и говорит, что поедет не только с моим отцом и Фератом. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.